Как я выгляжу? Я выгляжу прекрасно, блядь. Может, немножко грима? Всем привет! Добро пожаловать на канал Nikon Стройгрупп. Меня зовут Кирилл. Здесь мы говорим с вами о ремонте и о дизайне интерьера простым языком. Сегодня мы живем с вами в очень интересное время. Это время инноваций, технологий, чего-то нового, каких-то новых средств коммуникации, новых материалов, новых способов ведения бизнеса, а также просто досуга. То же самое касается и строительного бизнеса. В этом ролике мы планируем с вами обсудить самые актуальные, самые современные и интересные нововведения, которые разрабатываются либо уже широко применяются в данный момент в ремонте, а также в дизайне интерьера. Первый материал, который я хочу с вами обсудить, это действительно очень крутая вещь. Это фактически революция в строительном бизнесе. Это что-то действительно футуристичное. Называется эта штука самовосстанавливающийся бетон. Звучит фантастически, но да, действительно сейчас это есть. Это не разработка в каких-то подземных лабораториях, это действительно разработанный продукт, который можно уже сейчас применять. К сожалению, пока что широкого распространения он не получил, но ему пророчат действительно революцию в строительном бизнесе. Что он из себя представляет? Ну, во-первых, начнем просто с бетона. Бетон — это надежный и очень прочный материал, который может выдерживать колоссальные нагрузки. Тем не менее, он обладает очень большим минусом. Со временем он разрушается, то есть под воздействием времени, влаги, дождя. Со временем он покрывается трещинами, трещины ведут к деформации, деформации ведут к полному разрушению конструкции. Любой бетонный материал, то есть любая бетонная конструкция, рано или поздно требует ремонта. Самовосстанавливающийся бетон — это другое дело, то есть это фактически вечный материал. Каким образом эта вечность обеспечивается? В состав этого бетона добавлен молочнокислый кальций. Молочнокислый кальций служит фактически питательными веществами для бактерий, которые в этом бетоне обитают. Они находятся в спящем состоянии, но со временем, когда конструкция начинает покрываться трещинами и туда попадает влага под воздействием дождя, либо человека, то есть от ручной обработки, бактерии оживают. Они начинают питаться этим молочнокислым кальцием, и их продукты жизнедеятельности, то есть известняк, заполняют эти трещины. Таким образом, бетон сам себя регенерирует и полностью восстанавливает свою поверхность. Это обеспечивает его фактическую вечность, то есть он сам себя чинит и способен служить невероятное долгое количество лет. То есть со временем, естественно, вся бетонная конструкция заменится известняком, но чтобы это произошло, потребуется... Сложно даже представить, сколько лет. То есть это действительно по человеческим меркам вечный материал. Следующий материал, который я хочу с вами обсудить, это тоже очень крутой материал, и это также бетон. Но это бетон, который уникален по-своему. Чем он отличается от оригинального? Он способен пропускать через себя свет. Тоже звучит очень нереалистично, очень фантастично, и, честно говоря, трудно себе это представить. Но такой материал действительно уже существует. Что он из себя представляет? Тот же самый бетон, но в него добавлены оптоволоконные нити, которые его пронизывают насквозь. Эти оптоволоконные нити, соответственно, являются его органичной частью, и они не нарушают саму конструкцию, не нарушают его параметры, то есть он не становится менее прочным, но тем не менее он приобретает способность пропускать через себя свет. Применение такого материала на самом-то деле очень разнообразно. Это может быть и дизайнерские решения, и строительство бассейнов, и всевозможные конструкции, перегородки, всевозможные подсветки, которые вставлены внутрь стены, то есть это фактически светящаяся стена. Огромное количество вариантов для дизайна, то есть это действительно инновационный продукт, и его нестандартное применение возможно абсолютно во всех сферах дизайна и строительства. То есть это действительно круто, очень необычно, очень эффектно, и вы можете быть уверены, что в ближайшее время данный материал завоюет целые ниши и будет очень популярен у населения. Следующий материал, который я вам покажу, причем наглядно, это углеволокно. Единственное, что мы имеем в данный момент в нашем офисе. Чем он примечателен? Это очень хороший материал для армирования, то есть армирующие свойства у него просто превосходные. И при этом он на 75% легче железа и на 30% легче, чем алюминий. Единственный его минус — это дороговизна, то есть он действительно дорогой. Однако он очень полезен в тех местах, где мы должны армировать какую-то конструкцию, не увеличивая ее плотность, толщину, габариты и так далее. То есть если нам нужно
достаточно лаконичное решение, например, для какой-нибудь красивой балки, но при этом мы не готовы ее увеличивать в масштабах, это отличный материал, который поможет вам, во-первых, армировать поверхность, а во-вторых, не увеличивать ее вес. Следующий материал, который я хочу вам показать, это революция уже в дизайне интерьера. Называется он декоративная акриловая плитка. Что он из себя представляет? Представляет он из себя ту же самую плитку, но эта плитка практически живая. Что я имею в виду? Она взаимодействует с человеком и со светом. Она реагирует на взаимодействие человека, то есть на касание, на всевозможные прикосновения, разводы рукой и так далее. Также она реагирует на свет, то есть под разным углом свет падает на нее, и она, соответственно, меняет свою палитру, меняет свой рисунок, может мерцать. Как это вообще возможно? Возможно это следующим образом. Плитка это обыкновенная, но нанесено на нее оптоволоконное акриловое покрытие, которое и способно к такой изменчивости под воздействием человека либо света. Выглядит это очень круто, то есть рисунок меняется, палитра меняется, она фактически плывет внутри плитки, и выглядит это очень красиво, очень стильно, невероятно эстетично, то есть для дизайнера это просто что-то с чем-то, то есть огромная сфера применения, очень экстравагантно выглядит. Можно это применять абсолютно везде, и в любом случае, учитывая то, что материал новый, материал свежий и интересный, это будет очень круто, очень необычно, и я уверен, что очень многим это понравится. На словах это объяснить очень трудно, посмотрите пример и поймете, о чем я говорю. Действительно, это очень круто выглядит, это что-то с чем-то. Следующий очень крутой материал, который хочу вам показать, это смарт-стекло. Многие уже знают, что это такое, опять же, для очень многих это новинка. Что он из себя представляет? Он представляет из себя стекло, которое может быть по вашему выбору либо прозрачным, либо непрозрачным. Крутая вещь, имеет огромное количество применений, то есть это может быть и переговорная в вашем офисе, то есть стеклянная перегородка, вы нажимаете на кнопочку, все, ваша комната полностью непрозрачная, и вы можете спокойно общаться. Например, еще один хороший вариант – это если у вас в квартире, например, стеклянная перегородка огораживает санузел, вы опять же нажимаете на кнопку, и этот санузел становится непрозрачным. Вы спокойно можете заниматься там своими делами. Никто вас не увидит. Вы выходите оттуда, нажимаете опять же на эту кнопку, все. Опять же у вас стеклянная перегородка, которая полностью прозрачна. То есть это можно применять и в коммерческих целях, и непосредственно у вас дома. Каким образом такая технология обеспечивается? Обеспечивается она с помощью жидкокристаллической пленки. То есть состав смарт-стекла – это два стекла, между которыми протянута жидкокристаллическая пленка, куда подается ток. У вас есть контроллер, то есть пульт, который включает и выключает данную подачу тока. Когда вы подаете ток, соответственно, стекло под напряжением, жидкокристаллическая решетка выстраивается перпендикулярно стеклу, и стекло, соответственно, прозрачное. Но стоит вам эту кнопку отключить, то есть подачу электроэнергии также отключаете от перегородки, жидкокристаллическая решетка там уже перестает быть перпендикулярной и начинается броуновское движение, то есть стекло мутнеет. Таким образом обеспечивается вот эта смена, соответственно, с прозрачности и непрозрачности. Вещь очень крутая, но не дешевая. Однако она того стоит, потому что вот эта вот смена прозрачности и непрозрачности фактически мгновенная. Выглядит очень эффектно, это очень удобно и предельно современно. Последний материал, который я вам покажу, это деревянные гвозди. Звучит очень странно, но да, такие гвозди существуют. Они делаются из бука, и они очень удобные. Они гораздо лучше, чем обыкновенные гвозди. Чем плохие обыкновенные гвозди из металла? Да, они прочные, они надежные, они полностью устраивают нас по своим свойствам, но у них есть один минус. Они со временем подвергаются коррозии, как и любой металл. Эта коррозия распространяется в итоге на дерево, и вокруг этих гвоздей появляются некрасивые разводы ржавчины, которые со временем также могут привести к деформации деревянной конструкции. Более того, деревянную конструкцию, которая скреплена с помощью гвоздей, ее очень удобно разбирать. То есть гвозди внутри могут со временем гнуться при демонтаже, то есть их очень неудобно доставать, они создают много проблем. Что нельзя сказать про деревянные гвозди, которые просто можно расщепить. Более того, коррозии они не подвержены, то есть они фактически являются составной частью деревянной конструкции, и пока деревянная конструкция жива, жив и гвоздь, который ее скрепляет. Их монтаж не очень сложен, то есть не нужно высверливать какие-то отверстия под него, достаточно просто использовать пневматический пистолет, который мгновенно его забивает.
Очень современно, очень надежно, экологически чисто и вечно, потому что коррозия не страшна. Инновация — это, конечно, очень круто, но, к сожалению, в данный момент мы живем в не очень обычное время, и на самом-то деле в ближайшее время не то чтобы инновационные материалы, возможно, обыкновенные материалы нам будут просто-напросто недоступны. Например, та же самая грунтовка Ceresit, либо гипсокартон Knauf. Кто его знает, мы сняли для вас специальный ролик, он где-то будет вот здесь вот, посвящен непосредственно материалам, которые в ближайшее время, возможно, исчезнут с российского рынка, либо будут стоить очень дорого. Уверен, вам будет интересно, ознакомьтесь, посмотрите. А так, в любом случае, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, будем рады для вас снимать в дальнейшем новые ролики. Всем пока!